Всем привет! Сегодня будем собирать потолок прямо-таки классического дизайна. Обычный короб по периметру, по всем 4 сторонам и с нишей для штор. Выглядит примерно вот так. Комната квадратная практически. Вот здесь у нас ниша 12 сантиметров. И короб с отступом от стен 45 сантиметров. Высота короба от бетонного нуля 80 миллиметров. Начало стандартное. Нужно сделать разметку для профилей, для направляющих УДшек. При разметке не забываем, что толщина гипсокартона у нас составляет 12,5 мм. То есть разметку мы делаем с учетом толщины гипсокартона для профиля. Итак, мы отбили линии для периметра по потолку. Именно по потолку, а не по стенам, потому что высоту нам еще надо будет вычислить. Теперь у нас есть форма по всем 4 сторонам, включая нишу для штор. Чтобы сильно не заморачивался, я взял на уголок и гипсокартон 15 мм. Так проще делать расчеты. Теперь нам нужно найти высоту потолка. Мы узнали у отделочников, как они будут делать центр по маякам или стягивать по нулям. В общем, будут стягивать по нулям. Нам нужно найти самую низкую точку на потолке. Но не на всем, а только в той его части, которая обозначена нашим периметром. Потому что заваленные углы нас уже не интересуют. Они спрячутся внутри конструкции. В общем, промеряем вот этот вот квадрат по центру. Находим самую низкую точку. Для этого устанавливаем лазер на, в общем-то, на любой высоте. Потому что мы не ищем сейчас точный размер, а только разницу высот. И промеряем периметр. Периметр и несколько точек в центре. Вот, например, здесь я уже обозначил. Здесь 8 сантиметров 2 миллиметра. В общем, по всему периметру получается примерно 8,5, 7,5. Вот здесь в этом углу 9. И самая низкая точка вот здесь. Я ее обозначил. Здесь ровно 7 сантиметров. Вот это наш ноль. От него мы берем, делаем расчеты. То есть поворачиваем лазер уже на стену. Вот это у нас 7 сантиметров. Независимо от того, сколько показывает по углам. Или, например, вот здесь или тут. Тут 8,2 уже. Так получилось, что чисто случайно мы попали в нужный размер. Потому что эти 7 сантиметров это от нуля до профиля. Плюс 12,5 мм гипсокартон. То есть у нас остается в плюсе 2,5 мм. То, что нам ребята и сказали им оставить, чтобы все-таки намазать смесь на ноль, а не идти прямо по старой штукатурке. То есть вот эту отметку мы и оставляем. Мы берем за базу для отбивки линий по всему периметру. В общем, делаем отметки. Делаем отметки от стены, потому что эта ниша тоже будет штукатуриться по размеру.
но уже смесью. И точно такие же отметки ставим по всем оставшимся углам. Вот наши отметки. Мы их обводим в кружочки для того, чтобы не спутать с какими-то случайными черточками. Потому что иногда бывает, что отметки перебиваются на новые, и можно иногда запутаться. Поэтому лучше их как-то обозначить. Отбиваем линии. Линии отбиваем шнуркой через саморезы. Я сегодня один, поэтому самый простой способ сделать это вот так. Не за вот эту вот петлю, а именно через саморез. Потому что вот это может дать неточность в пару миллиметров. То есть саморез вкручивается так, чтобы его резьба проходила точно над линией, и через саморез прокидывается шнурка. Потом натягивается и отбивается линия. Итак, у нас есть линии для 3 горизонтальных периметров. На потолке у нас есть все линии, а горизонтальных только 3. Потому что, чтобы отбить линию вдоль окна, нам нужно опустить шторку из гипсокартона и уже по ней продлить периметр настенный. Ну и плюс к этому у нас еще есть такое задание. Например, это наш потолок, стена, наша шторка и уровень потолка. Так вот, вот эту шторку вертикальную нужно опустить еще на 10 сантиметров, для того, чтобы по ней пошел багет. Чтобы у него была плоскость задняя, куда бы ему приклеиться. Чтобы сделать шторку из гипсокартона вдоль окна, нам нужно прикрутить направляющие профиля УД. То есть присверлить периметры. Ну и раз уже у нас есть все остальные линии, то и по ним мы тоже закрутим направляющие профиля. То есть засверлим все за раз. Итак, мы присверлили направляющие профиля по всем сделанным линиям разметки. По стенам и по потолку. У меня есть какое-то смутное сомнение, что ниша для штор будет такой длинной от стены до стены. Вполне возможно, что она ограничится оконными откосами слева-справа от окна. Поэтому мы отбили еще одну линию по ригелю в уровень нашего периметра. Если что, мы добавим туда профиля и закроем торцы. Профиля мы засверлили с учетом очередности сборки. Бортики у нас будут собираться последовательно. То есть сначала один полностью с гипсокартоном с профилем, затем от него будут идти следующие. Для этого у нас оставлены зазоры вот здесь. Для того, чтобы гипсокартон туда вошел. Собирать бортики мы будем нашим давно проверенным способом. Методом вшитого каркаса. Для этого нужно сначала прикрутить гипсокартонные шторки с запасом по высоте от уровня плюс 3 сантиметра. В общем, не успели мы прикрутить бортики на одну сторону, как нам подтвердили стопроцентно, что ниша будет от края до края. Ну, конечно, мы ее сделаем в первую очередь. Прикручиваем полоски гипсокартона с запасом по высоте и еще плюс 10 сантиметров на багет. И отбиваем по этому гипсокартону 2 линии на уровне периметра. Со стороны ниши изнутри и с нашей стороны. Тут получается тоже вроде как изнутри, но для нас это снаружи.
Да, как вот закручиваться в таких узких местах? Конечно, обычный шуруповерт сюда не влезет. Но зато есть вот такие компакты. То есть это обычный аккумуляторный шуруповерт со сменными головками. Здесь где-то 12,5 сантиметров. Он сюда, как видите, вот просто прекрасно помещается, даже еще с запасом. Даже со средней битой. Ну, бывают еще такие угловые насадки, которые совсем компактные. С ними можно и в 7 сантиметров залезть. Линия есть. Теперь устанавливаем перемычки, которые свяжут верхний профиль в потолке и нижний угловой. Вот так они выглядят. А устанавливаются легко и просто. Подрезаем профиль на 2/3 треугольничком, сгибаем, вырезаем вот такую перемычку по длине, чтобы она не доставала до линии на полсантиметра примерно. Ну там 2, 3, 4 миллиметра, вот так. Обычная удержка с лепестком. Режем ее по кругу и оставляем боковинку. Ни в коем случае не донышко в виде лепестка, потому что оно рельефное. А боковина плоская. Нам нужна боковина. Сгибаем вот таким образом и устанавливаем ее на место. Так, еще надо подрезать. Сейчас я подрежу сверху вот здесь. Из-за этого тоже торчит. Подрежу, и она встанет как надо. Закручиваем саморез по металлу изнутри каркаса в этом треугольнике. Это место для биты. То есть должно выглядеть вот так. Все перемычки на месте. Устанавливаем удержку снизу. Прикручивается профиль 25-ми саморезами со стороны гипсокартона, со стороны ниши. Но прихватить его можно и снаружи, сквозь профиль, так, чтобы он был по линии. Итак, нишу для штор мы закончили. Но здесь 2 в 1. Это и ниша для штор, и недостающий 4-й периметр. Продолжение настенного. Здесь у нас есть добавочный профиль, который соединяется с предыдущим через лепесток. Я много раз видел, как люди просто вкладывают один профиль в другой, вот так, внахлёст. Но это очень некрасиво получается. Лепесток имеет ступенчатую форму, и профиля прилегают плоскостью до гипсокартона. Оба. И один, и второй. В общем, по точно такому же принципу. То есть подвешиваем гипсокартон, вшиваем перемычки и профиль. Собираем еще 2 бортика, для которых у нас уже прикручен гипсокартон. Собрали бортик. Теперь надо снизу расставить горизонтальные перемычки из CD-шек, но так, чтобы они не попали на встроенные светильники. А светильники пока неизвестно, где будут. Есть только указание, что они будут симметрично относительно центра. То есть вот здесь, где черточка в центре, будет светильник, поэтому профилей здесь быть не должно. Но мы вот с этого места поставим влево и вправо шагом 40 см профиля относительно центра. Гипсокартонный бортик мы выставили вертикально и в таком положении зафиксировали его на перемычках. Теперь у нас готовы 2 стороны полностью вместе с каркасом.
Осталось сделать еще 2. Готово. Мы собрали все 4 стороны потолочного короба. И этот каркас готов к обшивке. Ну, за исключением того, что нужно еще завести провода в него для встроенных светильников. А теперь небольшой технический момент. Дело в том, что 3 стороны короба у нас имеют жесткую фиксацию от стены. А одна сторона возле окна такой фиксации не имеет. Потому что здесь 2 гипсокартонных бортика, которые связаны между собой. Обычно они прямолинейные, но чтобы избежать случайного искривления, то можно их зафиксировать в таком вот в ровном положении косынкой из профиля. Вот такая CD-шка, вырезается небольшой кусок и разгибаем бортик, чтобы получить более такую большую плоскость. Маленькой стороной прикручивается к потолку рядом с профилем. Например, вот здесь. Прикручивается на 2 дюбеля по краям. Теперь, если необходимо, выравниваем короб по уровню или рейкой, чтобы была плоскость. И фиксируем эту косынку на перемычке 2 саморезами по металлу. Вот так выглядит косынка и перемычка в связанном состоянии. Теперь бортики короба никуда не смогут двигаться. Наконец-то электрики протащили свои провода и сделали петельки там, где будут точечные светильники. Теперь можно обшивать короба снизу гипсокартоном. Из-за того, что изначально мы монтировали перемычки с учетом расположения светильников, то для нормальной раскладки листов и разбежки углов некоторые перемычки пришлось сместить. Так мы сделаем по всем 4 углам. Подогнали и прикрутили последний кусок гипсокартона. На этом наша работа заканчивается, потому что все короба готовы. Дальше будут работать электрики и отделочники. Электрики будут высверливать отверстия для галогенок, по 3 штуки на каждой стороне короба. А вот когда будет отделка, я не знаю. Поэтому вряд ли мы увидим эти короба в белом варианте, а тем более покрашенные. Вот эта шторка вдоль окна, она остается так, как есть. Ребята попросили ее не срезать. Они ее сами срежут, когда будут уже куплены багеты и известен их точный размер. Ну, для того, чтобы ее не испортить. Но мы останавливаемся на этапе готового гипсокартона. На этом всем спасибо за просмотр. И до новых встреч в следующих видео.